Нереально вкусное и очень красивое мясо у нас получилось. Обалденный рецепт, всем рекомендую, посмотрите. Какая там может быть ветчина. Еще и в 3 раза дешевле. Всем привет! Сегодня приготовим очень аппетитную запеченную рульку в духовке по особому рецепту. Для этого у меня есть поросячья ножка весом 1,5 килограмма. И я ее разделаю особым способом. Для нашего рецепта нам нужно отделить косточку от ноги. Делается это не так уж и сложно. Примерно вот таким вот способом. Отделяем косточку от ноги. В этом всем процессе нам самое главное сохранить всю шкуру целиком. Желательно ее не прорезавши нигде. Вот, собственно говоря, в принципе, косточку мы и достали. Вот такую косточку мы извлекли из рульки. В принципе, мясо все осталось здесь. Косточку можно отдать животным. Так, смотрите, шкура у нас вся целая. Теперь нам нужно срезать все мясо. Отсоединяем теперь мясо от шкуры. Вот такими легкими движениями. Вот такой кусочек мяса мы отрезали. Раз. Вот видите, вы только начали резать, и дальше она практически вырывается. Вот таким нехитрым способом мы отсоединили мясо от шкуры. Обратите внимание, вот здесь попался пучок сухожилий, его тоже ликвидируем. Он нам не нужен. Вот так вот мы срезаем сухожилия, они нам не нужны. Выкидываем их. Так, теперь шкуру с салом мы откидываем в сторонку. Берем мясо. Нарезаем его на небольшие кусочки. Примерно вот на такие вот небольшие кусочки. В принципе, для рульки довольно-таки много мяса получается. В один момент мне даже пришла идея узнать, сколько в рульке чистого мяса, без костей и кожи. Если вам тоже будет интересно, ставьте лайк. Так, берем тарелку, оттарили ее и грузим сюда мясо. В итоге получается в 1,5-килограммовой рульке, убравшей туда кости, кожу и сало, почти 500 грамм чистого мяса. Чтобы мясо в рульке получилось нежнее, мы хаотично отбиваем его молотком. После такого массажа мяса специи проникнут во все его уголки. Теперь отбитое наше мясо выкладываем все в тарелку. Теперь для нашего блюда мы готовим вкуснейший маринад. 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сушеного чеснока, 1 чайная ложка прованские травы, 1 чайная ложка паприки копченой. Сюда же еще беру 2 больших зубчика чеснока. Куда же свинина без чеснока? 1 столовую ложку растительного масла, для того, чтобы специи подружились. И еще 2-3 столовые ложки соевого соуса. Все это дело хорошенько перемешиваем. Да, еще забыл одну немаловажную приправу, это горчица. Чайную ложку. И все это дело перемешиваем. Теперь берем нашу шкуру и смазываем ее. Обильно смазываем ее соусом. Примерно половина маринада мы тратим на наше сало. Складываем его пополам. И пусть пока полежит. Пока займемся мясом. Весь остальной маринад мы высыпаем в наше мясо. Берем кусочек мяса и все это дело вываливаем сюда. Естественно, это дело хорошенечко все перемешиваем. На рукав для выпекания стелим наше сало и выкладываем кусочки мяса. Равномерно вот так по всему нашему кусочку сала. Вот так вот равномерно распределили наши кусочки мяса по всей коже. И теперь легкими движениями руки берем вот так вот нашу красивую рульку, заворачиваем. Если чуть-чуть выпадает, ничего страшного. Переклали его на начало рукава. Теперь вместе с рукавом постарайтесь посильнее прижимать, чтобы не было там воздушных прослоек. Заворачиваем. Заворачивайте как конфету. Вот так вот завернули. Как можно больше выпускаем воздуха. Хорошенечко завязываем один конец. Сильно так затягиваем, чтобы не соскочило. Теперь смотрите, вторую сторону придавливаем к этой. Стараясь выпустить как можно больше воздуха.
И закручиваем теперь эту сторону. Вот так вот, чтобы очень плотно. Вот так вот очень плотно у нас получается. И завязываем эту сторону как можно туже. Теперь берем фольгу для выпекания и заворачиваем ее еще в нее. Заворачиваем хорошо, чтобы нигде ничего не протекало. Оборачиваем еще раз. Вот такой вот запакованный пакован должен у вас получиться. Теперь кладем нашу рульку в противень для выпекания. Ставим нашу супер рульку в духовку, разогретую до 170 градусов на 2 часа. Итак, прошло 2 часа, достали мы нашу рульку из духовки. Есть два варианта. Либо распаковать сейчас, нарезать колечками и есть любым вашим гарниром, что будет очень вкусно, безумно. Запах сейчас стоит, я его слышу. Вам не передать просто. Или охладить и потом поставить в холодильник на пару часов, потом достать, распаковать и нарезать колечками и кушать его как закуску. Оба варианты выбирать вам. Я выбираю второй вариант. Ставим в холодильник и охлаждаем. Итак, прошло 12 часов и мы распаковываем нашу рульку. Запах стоит вкусный, непередаваемый. Ну что же, разрежем нашу рульку. Вот это красота! Красотище-то какое! Посмотрите, какие красивые цвета, перламутровые, переливается прям мясо. Нереально вкусное и очень красивое мясо у нас получилось. Обалденный рецепт, всем рекомендую, посмотрите. Какая там может быть ветчина. Еще и в 3 раза дешевле. Безумно красивая, пахнет очень вкусно. Советую всем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Быть добру, всем пока.